Громыхает жуткая битва почтенных воинов в отдалении Дворца Душ. Сяо Янь с товарищами пришел за учителем. Жизнь его наставника в целом не особо пострадала, но он точно все эти годы страдал. Когда Сяо Янь преклонил перед ним колени, глаза старика дрогнули, и он открыл их. Перед собой он увидел повзрослевшего молодого человека. «Мальчик, ты наконец-то вырос!» Теперь, спустя несколько лет, этот молодой парнишка сумел настолько вырасти. В плане силы он достиг 9-й звезды предка. Но когда они с учителем направились к выходу, неожиданно возник пространственный барьер. В воздухе появился старик, одетый в серую накидку, вокруг которого парили черные цепи. Это еще один эксперт уровня почтенного воина. Случилось то, о чем он волновался больше всего. Здешние силы Дворца Душ включали в себя не только ту 5 почтенных воинов. Яо Лао узнал того старика, Джай Сина. Глава дворца послал его наблюдать, и он ждал прибытия рыбы покрупнее, а именно Сяо Яня. Могущество Джай Сина и вправду ужасало, он достиг силы как минимум почтенного воина 5 звезд. Другими словами, он мог называться Тяньзуном Золодухов. Тогда Сяо Янь пошел на хитрость. Он разрушил цепи всех остальных заключенных душ и таким образом немного отвлек противника. После чего, использовав остаточное изображение, ускользнул к выходу. Яо Лао уже был спасен, они вместе выбрались наружу. Теперь остается лишь убраться подальше из территории Дворца Душ. Однако среди стражников был старик Джай Син, почтенный воин 5 звезд. Он-то и был самой страшной угрозой для Сяо Яня, который на тот момент находился на пике 9-й звезды предка. Обычный предок не выдержал бы и одного удара почтенного воина 5 звезд, однако это же Сяо Янь. Он уже полностью подчинил себе горящее пламя 3 тысячелетий, а значит, можно сказать, обладает 4 видами небесного пламени. Если он воспользуется ими для слияния пламенного лотоса ярости Будды, то его мощь полностью превзойдет разрушение, которое оно могло бы причинить с применением пламени преобразования жизни. Мы уже видели 4-цветный лотос Сяо Яня, который почти убил старого призрака Земли. Однако сейчас все 4 огня в лотосе были небесным пламенем. Трудно представить, насколько ужаснее будет эта техника. Старик Джай Синь увидел, как из кольца Сяо Яня вылетело еще одно небесное пламя. 4 вида небесного пламени! Могущество сущности в лице небесного пламени чрезвычайно высоко, однако оно невероятно редкое. Если человек получает одно из них, его уже можно считать благословленным. Тем не менее, в руках Сяо Яня аж 4. Как мог Джай Син не испытать шок от увиденного? Цзиянь немного задержала старика, пока Сяо Янь был занят лотосом. И вот спустя несколько обменов ударами Джай Син повернулся в сторону Сяо Яня. Перед ним парил красивый и переливающийся различными цветами пламенный лотос, от которого веяло аурой разрушения. Вот что заставило его испытать страх. Сяо Янь наконец сумел слить воедино 4 вида небесного пламени и преобразовать их в форму пламенного лотоса уничтожения. Холодный пот стекал со лба Сяо Яня. Пламенный лотос, объединенный из 4 видов небесного пламени, не так-то просто создать. Как такое возможно, чтобы этот парень сумел проявить подобную технику при помощи силы предка 9 звезд? Шокировался Джай Син. В его сердце вспыхнуло убийственное намерение. Он двинулся, устремившись прямо к Сяо Яню. Как только старый призрак Джай Син оказался над головой Сяо Яня, черный туман хлынул во все стороны и образовал перед ним коготь размером в 2 метра. Словно ладонь бога смерти отделилась от тела. Лишь одного взгляда хватило, чтобы по телу побежали мурашки. Ладонь призрака 9 заключений! Коготь устремился на парня, явно не собираясь проявлять никакой пощады. Сяо Янь понял, что удара не избежать. Он перестал вливать энергию в пламенный лотос уничтожения, который все еще не сумел стабилизироваться. Он махнул ладонью и выпустил пламенный лотос, который преобразился в луч света и устремился к Джай Сину. Вся гора задрожала от землетрясения в этот момент. Долина трещала по швам от образующих ее трещин. Многие эксперты на уровне предка бежали, как трусливые мыши. Сражение 2 почтенных воинов тоже прекратилось. Они с трепетом уставились на взрыв лотоса.
В то же время призрачный коготь наконец настиг парня и поразил его в грудь. Величественная сила тьмы изверглась, нанося ему колоссальные повреждения. Выражение Сяо Яня мгновенно побледнело, когда он испытал на себе смертельную атаку. Он выплюнул полный рот крови, которая сразу же превратилась в туман. Можно было услышать звук треска костей в его груди. От такого удара Сяо Янь отправился в полет, как пушечное ядро. На лице старого призрака Джайсина был ужас. Пламенный лотос уничтожения взорвался. Разразилась грандиозная огненная буря, которая достигла небес. Поистине, страшное явление. Строения золодухов попросту разрушились. Многие эксперты даже на уровне предка исчезли, как только волна разрушительной силы коснулась их, обратив в груду черного пепла. Но что стало с Сяо Янем? Его так отбросило ударом призрачного когтя, что он врезался в стену. Каменные осколки упали вниз и погребли его под собой. Цзиянь быстро примчалась к нему, взяв на руки, и поднялась в небо. Сяо Янь впервые получил такие серьезные повреждения. Атаку во всю силу почтенного воина 5 звезд не мог бы выдержать ни один из присутствующих почтенных воинов. Что уж там говорить про Сяо Яня, предка 9 звезд. Состояние Джайсина в целом не особо выглядело лучше, чем у Сяо Яня. Он также был покрыт кровью. Его одежда сгорела, поэтому можно было разглядеть кровавые раны, обугленные руки, а одна из них вообще по локоть исчезла. Все эксперты стояли пораженные. Этот мальчишка, полагаясь на силу предка 9 звезд, сумел довести эксперта высшего уровня почтенного воина 5 звезд до такого жалкого состояния. Судя по всему, этот старик не только лишился одной из своих рук, но и вдобавок получил весьма внушительные внутренние повреждения. Даже если Джайсин и выжил после таких серьезных ран, в будущем он уже не сможет совершить ни одного прорыва. Пока все смотрели, внутри чудовищной огненной бури возникли сильные пространственные колебания. 2 несравненно могущественные ауры, которые даже превосходили таковую у старого призрака Джайсина, возникли так внезапно. Эти двое оказались 2 стариками, а носили они белую и черную мантию. К сожалению, это были люди Дворца Душ, Белый и Черный Тяньцзунь. Одни из 9 великих старейшин Зала Душ. Как не вовремя прибыло подкрепление. Теперь на стороне врага было сильное превосходство. Этим 2 старикам приказали атаковать. Из-за разрушения отдела глава Зала Душ точно разгневается. Сейчас главное схватить Сяо Яня. Чем же закончится это противостояние? Как выберется группа Сяо Яня из этого отделения Дворца Душ? Впереди нас ждет следующее видео из этой серии. Напишите в комментариях, как вам битва Сяо Яня предка 9 звезд против почтенного воина 5 звезд. Лотос 4 цветов поражает. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!